Почему у людей такое длинное детство? Есть ли конец у черных дыр или это вечные хищники космоса? Кто такие лигры и тиглоны? Рыбы с прозрачной кровью? И другие необычные факты о нашем мире в этом очередном выпуске видеожурнала на канале NatEye. А вы задумывались когда-нибудь, почему у людей такое длинное детство и зачем оно нужно? В животном мире главное правило – расти быстро. Чем раньше ты становишься самостоятельным, тем выше шанс выжить. Но человек почему-то идет по другому пути. Его детство длится гораздо дольше, чем у большинства млекопитающих. Почему человеческий младенец один из самых беспомощных среди всех живых существ? Он не может ни ходить, ни есть самостоятельно, ни даже держать голову. В дикой природе это выглядело бы как серьезный эволюционный провал. Но все наоборот. Огромный человеческий мозг не помещается в родовые пути полностью развитым, поэтому дети рождаются недостроенными. Их мозг продолжает активно развиваться после рождения. К 4-5 годам он потребляет до половины всей энергии тела. Невероятный расход. Чтобы его обеспечить, тело жертвует скоростью роста и самостоятельностью. Такой подход не сбой, а стратегия. Мы платим за мощный обучаемый мозг долгими годами беспомощности. Взамен получаем способность к языку, абстрактному мышлению и культуре. У животных большинство навыков встроено в инстинкты, а человек почти все должен учить заново. Это требует времени. А чтобы вытянуть такой энергоемкий проект, природа дала человеку сильное социальное окружение. Родителей, бабушек, иногда даже старших братьев и сестер. Все они участвуют в воспитании. Это редкость в животном мире. И именно она позволяет нам тянуть такое долгоиграющее детство. Детское любопытство – еще одна ключевая особенность. Мозг ребенка награждает дофамином за каждое новое знание. Детская игра – это не просто развлечение, а тренировочный симулятор жизни. В отличие от дикой природы, где слишком любопытный детеныш быстро становится чьим-то обедом, у людей его оберегают, чтобы он мог исследовать, ошибаться и учиться. Животные, которые взрослеют быстро, живут мало. Мышь становится взрослой за месяц и живет всего 2 года, а человек формируется до 25 лет и живет больше 70. Медленное развитие – это инвестиции в долговременное обучение и адаптацию. Чем больше ты учишься в детстве, тем дольше и качественнее живешь. Поэтому долгое детство – это не ошибка природы, а ее хитрый расчет. Оно дало нам культуру, науку, технологии и способность выбирать, кем быть. Да, оно требует ресурсов, но результат – человек, способный не просто выживать, а менять саму реальность вокруг себя. 5 открытий о мозге, который меняет науку. Наш мозг не просто биологический компьютер. Это динамичная система, в которой до сих пор остается больше белых пятен, чем на карте древнего мира. Однако за последние годы нейробиологи сделали ряд открытий, которые всерьез меняют понимание того, как работает этот сложнейший орган. Мозг тренирует память в свободное время. Когда вы просто сидите и ни о чем не думаете, мозг не отдыхает. Он прокручивает недавние события в ускоренном режиме, как будто репетирует их. Этот процесс помогает лучше запоминать информацию и решать задачи. Иногда именно во время паузы к нам и приходят решения. Ночная уборка мозга. Во сне в мозге включается специальная система очистки – глимфатическая. Она выводит отходы, в том числе токсичные белки, связанные с деменцией. Нарушения сна мешают этой системе, и в долгосрочной перспективе это может повысить риск болезни Альцгеймера. Бактерии в кишечнике управляют настроением. Микробы в кишечнике вырабатывают вещества, которые влияют на мозг, от уровня тревожности до способности концентрироваться. Некоторые бактерии даже помогают вырабатывать нейромедиаторы, вроде серотонина. Так родилась концепция «кишечник-мозг». И теперь в лечении психических расстройств все чаще участвуют не только таблетки, но и пребиотики. Мозг живет ожиданиями. Мы воспринимаем реальность не напрямую, а через призму предсказаний мозга. Он строит модели того, что должно происходить,
и сверяет их с реальностью. Ошибки между прогнозом и фактом становятся сигналами для обновления этой модели. В результате мы видим мир не таким, как он есть, а таким, каким предполагаем. Новые нейроны не только в детстве. Долгое время считалось, что взрослый мозг не способен к обновлению, но это не так. Даже в зрелом возрасте в мозге проявляются новые нейроны, особенно в зоне памяти. Ученые доказали, что обучение, движение и даже диета могут стимулировать этот процесс. Мозг – это живой, гибкий и постоянно обновляющийся механизм. И многое из того, что раньше считалось невозможным, сегодня становится частью новой нейробиологии. Почему кошки приносят мышей домой? Если ваша кошка когда-нибудь с гордостью положила мертвую мышь у двери или на коврик, не спешите пугаться. Такое поведение давно интересует этологов, и у него есть логическое объяснение, основанное на биологии и повадках диких предков. Первое — это, конечно же, инстинкты охотника. Даже домашняя кошка в душе охотник. Еда в миске не отменяет врожденную потребность охотиться. Захваченная добыча – это результат действия древнего паттерна. Поймал, принеси в безопасное место. Поэтому кошка и возвращается с трофеем. Второе – ролевая передача опыта. У диких кошек самки обучают котят охоте. Приносят сначала убитую добычу, затем живую. Некоторые ученые считают, что домашняя кошка переносит этот инстинкт на людей. С ее точки зрения, вы беспомощный сородич, которому пора бы научиться добывать пищу. Демонстрация заботы. В природе кошки иногда делятся едой с членами группы. Когда кошка приносит мышь, это может быть жестом доверия. Самоутверждение. Пойманная добыча может служить средством показать силу и статус, особенно если дома есть другие животные. Это демонстрация навыков, своеобразный трофей. Инстинкт запаса и игры. Мышь может использоваться как игрушка или стратегический запас. Кошка может просто нести добычу туда, где чувствует себя в безопасности, а это, как правило, ваш дом. С научной точки зрения, это поведение – комплексный результат инстинктов, социализации и среды. Но главное, не забывайте, в этом поступке может скрываться не агрессия, а привязанность и древняя забота. Кошки – это частый питомец в наших домах, а есть уникальные обитатели севера, о котором мы сейчас расскажем. Рыбы с прозрачной кровью. В ледяных глубинах антарктических морей обитает по-настоящему уникальная группа рыб, которые бросают вызов нашему пониманию биологии. Больше известны как антарктические белокровные рыбы. Их кровь не красная, как у большинства животных, а прозрачная, словно талая вода. Причина – полное отсутствие гемоглобина и эритроцитов. Почему их кровь бесцветна? У типичных позвоночных кровь окрашена благодаря гемоглобину, молекуле, которая не только придает крови насыщенный цвет, но и отвечает за транспорт кислорода. Белокровные рыбы лишены этой системы. Как они тогда выживают? Вода в Антарктиде насыщена кислородом благодаря своей низкой температуре, а кровь этих рыб менее вязкая, что позволяет ей быстрее циркулировать. Некоторые исследователи считают, что они просто компенсировали потерю за счет более крупных сердец и развитой сосудистой сети. Где они живут? Ареал этих рыб охватывает прибрежные воды Антарктиды, субантарктические острова и холодные районы у южной оконечности Южной Америки. Такие суровые условия стали полем для эволюционного эксперимента, породившего организмы с крайне необычными чертами. Кто входит в их ряды? Среди представителей семейства можно встретить, например, ледяную рыбу или щучью белокровку. Например, еще есть угольная белокровка. Некоторые из них даже представляют интерес для промысла, особенно в южных морях. Отказ от гемоглобина – редчайшее явление в мире позвоночных. Ученые предполагают, что эта особенность сформировалась в ответ на экстремальные условия, низкие температуры, высокая насыщенность кислородом, а также отсутствие конкуренции в глубинах Южного океана. Интересно, что такая мутация могла бы быть фатальной в других экосистемах, но здесь она стала козырем. Ну вот почему их изучают. Антарктические белокровные рыбы – это не просто биологическая диковинка. Они помогают лучше понять, как живые организмы адаптируются к экстремальным условиям и даже дают подсказки для медицинских исследований, связанных с кровью и кислородным обменом.
В дикой природе кого только не встретишь, но бывает такое, что в неволе рождаются новые виды животных. Лигр и тиглон, когда лев встречает тигра. А вы знали, что существуют лигры и тиглы, гибриды льва и тигра? Кто есть кто? Лигры, тиглы, биглы. Если самец лев спаривается с самкой тигрицей, на свет появляется лигр. Это настоящий гигант в мире кошачьих. Лигры часто вырастают гораздо крупнее обоих родителей. Самые крупные представители могут весить более 400 килограммов и достигать 4 метров в длину с хвостом. Это делает их крупнейшими представителями семейства кошачьих на планете. Если же происходит противоположное скрещивание, самец-тигр и самка-львица, рождается тиглон или тигон. Он, напротив, нередко мельче своих родителей, хотя может унаследовать и черты обоих. От тигра полосы, от льва гриву. Внешне тиглон выглядит как более скромная версия обоих видов, но с необычной внешностью, в которой можно долго рассматривать черты обоих хищников. Но почему гибриды выглядят так? Интересно, что лигр крупнее обоих родителей, а тиглон наоборот. Это связано с явлением геномного импринтинга. У млекопитающих есть гены, активность которых зависит от того, от какого родителя они были унаследованы. Например, у львов самцы запрограммированы на быстрый рост потомства, а у тигриц на ограничение размера потомства. В случае лигра обе эти установки неуравновешены, отсюда и гигантизм. А в случае тиглона оба родителя ограничивают рост, и он получается меньше нормы. А вот почему их не встретишь в дикой природе, хотя и львы, и тигры относятся к одному роду, в дикой природе их пути не пересекаются. Даже в Индии, где теоретически может быть пересечение ареалов, они избегают друг друга, предпочитая разные экосистемы. Поэтому все известные лигры и тиглоны были рождены в неволе, в зоопарках или питомниках. Вот интересно, как они себя чувствуют. Живут такие гибриды, как правило, недолго, по сравнению с обычными львами и тиграми. Часто у них возникают проблемы со здоровьем. Ожирение, бесплодие, деформации позвоночника, сердечно-сосудистые заболевания. Особенно это касается лигров. Их организму трудно справиться с такой массой. Тем не менее, отдельные особи могут жить до 15-20 лет при хорошем уходе. А вот могут ли тигры и тиглоны иметь потомство? Считается, что большинство гибридов первого поколения бесплодны, особенно самцы. Однако известны случаи, когда самки лигров спаривались с львами или тиграми и давали потомство. Их называют лигрятами или литиграми. Это делает картину еще более запутанной и интересной с точки зрения генетики. Но насколько это этично? Создание лигров и тиглонов – тема этических споров. Многие специалисты по дикой природе и охране животных считают такое скрещивание нарушением естественных границ. Гибриды нередко страдают от проблем со здоровьем, и зачастую их разводят не в научных целях, а как диковинку для привлечения внимания публики. Интересный факт напоследок. Самый известный лигр, Геркулес, живущий в заповеднике Миртл Бич Сафари, официально признан книгой рекордов Гиннесса как самый крупный представитель кошачьих в мире. Его вес превышал 410 килограмм, при росте в холке почти 1,25 метра. А теперь от крупных кошек перейдем к маленьким грызунам. Морская свинка – грызун запутанной биографии. Почему морская, почему свинка, хотя на вид это вообще крыса. Пушистая, забавная, громко пищащая морская свинка давно стала любимицей детей и взрослых, но ее название вызывает легкое недоумение. Ни к морю, ни к свиньям это животное отношения не имеет. Слово «морская» на самом деле сокращение от «заморская». Эти грызуны прибыли в Европу из Южной Америки в 16 веке на кораблях испанских мореплавателей. На английском языке их название Guiana Pig. Гвинейская свинка. Хотя с Гвинеей зверек тоже никак не связан. Есть версия, что название прошло от тогдашней цены – 1 гинея. Во Франции и Испании их называют индийскими свинками. Ведь география для европейцев тогда была весьма условной. Но почему все-таки свинка? Эти грызуны действительно чем-то напоминают миниатюрных поросят. Короткое тело, круглая голова, хрюкающие и урчащие звуки. Поведение тоже схожее, пищу находят моментально. Едят с энтузиазмом. Однако по классификации они ближе к капибаре, чем к домашнему поросенку.
Домашняя морская свинка происходит от дикого вида кавии. В отличие от домашних собратьев, они живут стайками, не плавают, не роют норы и предпочитают, чтобы их оставили в покое. Зато охотно едят зелень и спасаются в кустах при опасности. У инков морская свинка была и источником пищи, и предметом культа. Ее использовали в обрядах, украшали, приносили в храмы. Археологи находят захоронения, где морские свинки лежат рядом с людьми и ламами, украшенные бусами. После завоевания Америки зверьков начали перевозить в Европу. Благодаря своему размеру, неприхотливости и быстрой размножаемости они стали удобными корабельными компаньонами. А вскоре и добрались и до королевских дворцов, например, до покоев Елизаветы I. Там свинка уже воспринималась как экзотическая диковинка. А почему они так популярны? Домашние морские свинки крайне контактные, эмоциональные, дружелюбные животные. Они узнают хозяина по голосу, реагируют на шаги, умеют радоваться и даже разговаривают с помощью звуков. Это делает их идеальными питомцами для семьи. И еще один факт напоследок. Морская свинка – один из немногих домашних грызунов, который не может синтезировать витамин С. Так что, как и человеку, ей жизненно необходима морковка или апельсин, но без сахара. Вот такие маленькие грызуны. В меню божьей коровки входят тли, клещи, личинки и яйца других насекомых. Только представьте себе, взрослая особь за день может слопать до сотни тлей, а за жизнь несколько тысяч, а ее личинки еще прожорливее. Но если вдруг еды не хватает, что делать? Тут самое интересное. Божьи коровки без колебаний поедают собственные яйца или личинок, а новорожденные и вовсе могут съесть своих братьев и сестер сразу после вылупления. Эволюция действует жестко. Но в природе устроено все так, что и ты можешь стать добычей. Тут вступает в игру ее яркий окрас. Называется такая защита апосематизм. Визуальное предупреждение хищникам. Попробуешь, получишь горькую гемолимфу с токсичными алкалоидами. Обычно хватает одного укуса, чтобы обходить этот деликатес стороной. Также в арсенале божьей коровки есть еще один трюк от нападения. Она начинает притворяться мертвой. Это называется тонатоз. И выделяет пахучую жидкость из суставов. Причем и личинки это тоже умеют. Она спасает урожай, регулирует численность вредителей и выживает в самых жестких условиях. Надеюсь, нам удалось передать ваше мнение об этом милом хищнике. Пишите свое мнение в комментариях. И давайте узнаем 5 мифов об акулах, которые давно пора не верить. Акулы окружены ореолом страха, фильмы и слухи сделали их символами океанского ужаса. Но правда куда сложнее и интереснее. Разберемся, что в этих историях миф, а что реальность. Все акулы опасные хищники. На самом деле, подавляющее большинство из более чем 500 видов акул не представляют угроз для человека. Крупнейшие из них, например, китовая акула, питаются планктоном и вообще не интересуются крупной добычей, а редкие нападения чаще связаны с ошибочной идентификацией. Акула может принять пловца за тюленя или просто попробовать на вкус. Акулы – вершина океанской пищевой цепи. Хотя многие из них действительно хищники, у акул есть враги. Касатки, например, известные тем, что охотятся на акул, добывая лишь печень. А самая большая угроза для акул – человек. Ежегодно убивает десятки миллионов особей, в основном ради плавников. Это ставит под угрозу существование целых видов. Акулы чувствуют кровь за километры. Их обоняние отлично развито, но не настолько. В идеальных условиях запах крови можно уловить с расстояния до 50 метров, а не километров. К тому же акулы лучше реагируют на запахи привычной добычи, а не на человеческую кровь. Мегалодоны где-то еще существуют. Гигантская доисторическая акула мегалодон вымерла около 3,6 миллионов лет назад. Отсутствие свежих зубов, признаков крупных нападений и генетических следов говорит об одном – этот вид давно исчез. Современные океаны не смогли бы скрывать таких гигантов. Акулы не могут остановиться, иначе погибнут. Некоторые виды действительно нуждаются в движении,
чтобы дышать, но многие, особенно донные, умеют дышать на месте. Используя специальные отверстия или мускульные насосы, такие акулы могут спокойно лежать на дне, не теряя доступа к кислороду. Итак, акулы не монстры, а сложные и древние существа. Сегодня почти треть их видов под угрозой исчезновения. И виноват в этом человек. Чтобы сохранить этих уникальных животных, важно не только развеивать мифы, но и менять отношение к ним. А вот тут плавно со скоростью света отдалимся от нашей планеты в космос. Могут ли черные дыры исчезать? Загадка излучения Хокинга. Долгое время считалось, что черные дыры – вечные хищники космоса, навсегда поглощают все, что попадает в их поле тяготения. Но в 1970-х годах физик Стивен Хокинг предложил смелую идею. Возможно, черные дыры не бессмертные. Согласно его теории, вблизи горизонта событий, границы, за которые уже не выбраться, возникают квантовые флуктуации. Это пары частиц и античастиц. Иногда одна из них проваливается внутрь, а другая уходит в открытый космос. В результате черная дыра теряет крошечную долю своей массы. Это явление получило название излучения Хокинга. Процесс этот крайне медленный. Для черной дыры массой, равной Солнцу, испарение займет больше времени, чем существует сама Вселенная. Порядка 10 в 67 степени лет. Однако, если черная дыра изначально мала, возможно, образовалась в ранней Вселенной, она теряет массу быстрее. Под конец почти мгновенный выброс энергии, сопоставимый со взрывом миллиона ядерных бомб. Хотя излучение Хокинга пока не зафиксировано напрямую, ученые пытаются уловить его следы, например, в виде коротких всплесков гамма-излучения. Такие сигналы могли бы выдать последние моменты жизни древней мини-черной дыры. Кроме того, теория Хокинга породила один из самых острых вопросов современной физики. Куда девается информация, попавшая в черную дыру? Если она исчезает навсегда, это противоречит квантовой механике. Ответа пока нет, но поиски продолжаются. Идея Хокинга сделала черные дыры не столь мрачными и статичными, как казалось раньше. Они оказались подвижными участками космической драмы, с финалом пусть и далеким, но все же возможным. Спасибо, что досмотрели до конца. Если понравилось, поставь нравится. Если что-то не зашло, пожалуйста, напиши комментарий. Мы все читаем. Спасибо большое всем.